Очень часто мне доводится видеть, как используется слово «Закавказье». Его можно услышать как из уст политиков, так и обычных пользователей любой социальной сети. И если в случае должностных лиц еще можно догадаться, с какой целью Южный Кавказ именуется Закавказьем, то вот использование этого топонима в повседневной жизни дает понять, что люди не совсем осознают его значение. Наиболее удивительно это слышать от жителей Кавказа, и сегодня вы узнаете почему. Мы изучим этимологию этого понятия, узнаем, почему данное название лишено смысла в наши дни, а также выясним, кому выгодно именовать южные склоны Кавказа именно так. Обязательно оставайтесь до конца, чтобы узнать все детали. Как обычно, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. А мы начинаем. Закавказье было исключительной вотчиной России. Закавказье с Россией. Закавказье вывести войска. В Закавказье, по мнению политологов, попытка усилить Евросоюз. Активно вошли в Закавказье. Ну черт с ним, с этим Закавказьем. Думаю, стоит начать с того, что узнать, как менялось значение этого топонима. Если сейчас вам нужно будет ответить, где находится Закавказье, то велик шанс, что вы назовете вот эти земли. И это неудивительно, ведь такое понимание Закавказья установилось еще в советскую эпоху. В общем-то, все, что находится в составе этих бывших субъектов Советского Союза. Ни больше, ни меньше. В данном случае основанием для этого является политическое деление, но так было не всегда. В энциклопедии конца 19 века Закавказье выглядело немного иначе. Закавказье. Под этим именем обыкновенно разумеются части Кавказского края, расположенные к югу от Кавказского хребта, следовательно губернии Кутаисскую, Тифлисскую, Бакинскую, Елизаветпольскую и Ереванскую, Карскую область, Черноморские и Закатальские округа. В административном отношении к Закавказью причисляется также и Дагестанская область, лежащая к северу от Кавказского хребта. Как мы видим, 125 лет назад Закавказье было больше, чем сейчас, туда даже включали Дагестан. Вам может показаться, что это не имеет логики, и я с вами полностью согласен, так как это абсолютно политическое понятие, и сейчас вы в этом убедитесь. Закавказье на юге заканчивается там, где заканчивались земли Советского Союза. Но еще в 19 веке по ходу экспансии российского государства была захвачена часть османских владений, и их тоже назвали Закавказьем. Если бы тогда удалось пойти дальше и занять весь Ближний Восток, очень возможно, что и его назвали бы Закавказьем. Это лишь название для колониальных земель к югу от Кавказа, а где они заканчиваются, зависит исключительно от политической ситуации, а не какой-либо логики. Допустим, такие населенные пункты, как Губа, Хачмаз и Худат, что находятся в Азербайджане, считаются Закавказьем, но де-факто возвышенности Большого Кавказа находятся к югу от них. Не стоит удивляться, достаточно вспомнить, что 100 лет назад Дагестан считали Южным Кавказом. Вот вам еще одна аналогичная ситуация. Когда вы едете отдыхать из Москвы в Сочи, осознаете ли вы, что посещаете Закавказье? Ведь земли вплоть до Туапсе, а возможно и до Геленджика, технически находятся на южных склонах Большого Кавказа. Как вы можете заметить, такое понятие, как Закавказье, не имеет четкого объяснения, исходя из положения местности относительно Кавказа. Где это выгодно, там и будет находиться Закавказье, особенно в наши дни, когда этот топоним носит исключительно политическое значение. Сейчас, когда мы поняли, что Закавказьем можно назвать любую местность около Кавказа, исходя лишь из своей выгоды, стоит выяснить, а кто собственно создал это понятие и с какой целью. Очевидно, что ключ к пониманию находится в самом слове. Закавказье является лишь одним из множества подобных названий, данных в 18-19 веках по ходу экспансии российского государства. Закаспийская область, Забайкальская область, Заволжье, Закубанье, Задонский уезд и так далее. Такие важные объекты, вне зависимости от того, возвышенность это или водоем, в какой-то момент являлись эдакой последней межой для гегемона. И вот все, что находилось дальше, получало частичку «за» в названии. Дойдя до Волги, земли за нею называли Заволжьем. Дойдя до Кубани, объекты на неизведанной земле получали название Закубанские. Собственно, по такой же аналогии, в конце 18 столетия казаки достигли Кавказа, и все, что было за ним, назвали Закавказьем.
Стоит сказать, что даже учитывая колониальную сущность возникновения этого понятия, оно изначально не носило какого-либо негативного оттенка. Это было всего лишь удобное название для военных на захваченных землях. Допустим, когда в 1785 году было создано Кавказское наместничество, то сам Кавказ в него даже не входил. Потому все эти названия создавались военными исключительно под себя и не имели какой-либо связи с действительностью. Даже после захвата власти большевиками Белое движение создает особый Закавказский комитет. Позже появляется Закавказский Сейм. И в 1918 году объявляет о своей независимости государства на Южном Кавказе. В названии также используется слово «Закавказский». Спустя несколько лет большевики занимают Южный Кавказ, и на его месте создается субъект Советского Союза, также имея в названии слово «Закавказский». Вот так это обозначение получило политический смысл и больше не указывало на местоположение этих земель относительно Кавказа, а стало обозначением для Москвы своих политических субъектов. С этого момента Сочи и Туапсе больше не считаются Закавказьем, потому что политически не имеют к нему отношения. А вот Губа, Хачмаз и Худат самое что ни на есть Закавказье, хоть и Кавказ они видят на юге, как и жители Дагестана. В Советском Союзе будут активно использовать это понятие для всего, что связано с южнокавказскими субъектами. А учитывая, что для Северного Кавказа подобного особого названия не существовало, случился довольно занятный казус. Население Южного Кавказа стали называть жителями Закавказья, а северная его часть, находившаяся в составе России, для удобства именовалась Кавказом. И вот получилось так, что для условного жителя Тамбова поездка в Кисловодск называлась «съездить на Кавказ», а если он хотел побывать в Баку или Тбилиси, то это уже значит посетить Закавказье. С годами эти два понятия настолько въелись в сознание советского обывателя, что Кавказом стали считать только российскую его часть. Два лезгина, живущие на обоих склонах Шахдага, могли узнать, что того, кто в Дагестане, именуют кавказцем, а для азербайджанского лезгина какой-то коммунист из Москвы создал новое название – закавказец. Так недалеко и до того, чтобы вообще сказать, что он к Кавказу никакого отношения не имеет, хотя живут они у подножия одной и той же возвышенности. После падения Союза ситуация еще больше ухудшилась. Складывается впечатление, что любое официальное лицо из Москвы лишится жизни, если скажет словосочетание «Южный Кавказ». То ли это некая установка, то ли квалификация нынешних дипломатов настолько низкая, но так или иначе все как один используют слово «Закавказье», описывая события у южных соседей. У обычных людей может сложиться непонимание, что собственно плохого в этом названии. На это есть два важных аспекта. Вот ведь какая штука, Южный Кавказ уже как несколько десятилетий не является частью российского государства, а значит использование по отношению к нему колониальных названий как минимум неуместно. Особенно учитывая, что существует подобное по значению и устоявшееся в политике словосочетание «Южный Кавказ». Собственно, именно так и называют эти земли все остальные. Да, кто-то может вспомнить о таком слове, как Transcaucasia. Но везде, где оно используется, дается пояснение, что это всего лишь буквальная попытка написать слово «Закавказье» английскими буквами. Чаще всего его используют в документах 19 века для точности цитаты из российских книг и писем, но сейчас считается необходимым писать The South Caucasus. Сами жители Южного Кавказа также не используют это слово, ведь они являются Закавказьем только для тех, у кого возвышенности Большого Кавказа виднеются на юге. Для жителей Баку и Тбилиси Закавказьем является Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия и так далее. А если использовать масштабы 19 века, то и Москва тоже, ведь для них она также находится за Кавказом. Итак, что мы узнали из этого видео? Топоним Закавказье стал массово использоваться в 18-19 веках по ходу экспансии российского государства на юг. Изначально он включал в себя все земли на южном склоне, в том числе Сочи и Туапсе, а также часть нынешнего Дагестана. В начале 20 века понятие Закавказье получило политическое значение и стало указывать на субъекты Советского Союза на Южном Кавказе. После восстановления независимости словосочетание «Закавказье» более не имеет ни малейшего основания для того, чтобы быть использованным по отношению к этим землям. По состоянию на сегодняшний день человек, называющий Южный Кавказ Закавказьем, либо испытывает нехватку знаний в данной области, либо является фанатом колониальной эпохи.
Я русский, понял? Все хорошо. Я русский. Очень хорошо. А вы, евреи, всех хотите записать. Все хорошо. Не и мы хотим. такое право не даем, русские, понял? Хорошо. У нас в Вы стране... евреи, поезжай в Израиль. В любом случае, это видео сделано с целью помочь таким людям узнать, как обстоят дела на самом деле. И если у вас еще есть такие знакомые, не стесняйтесь выслать им это видео, а также поставить лайк. Так вы поможете данному выпуску. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.